Я снова приветствую вас, друзья, на канале Веселый Инженер. Меня зовут Андрей, и сегодня мы будем проходить такую тему, как зенкирование, виды зенкеров по металлу и выбор припуска под зенкирование, что немаловажно и нужно вам на производстве. И, кстати, хочу вам сказать, что сегодня юбилейная дата, а именно это мой 100-й выпуск на канале Веселый Инженер, который также можно приурочить к такому большому празднику, как Новый год. С чем вас и поздравляю, желаю вам всего самого наилучшего, вам, вашим близким, родственникам, удачи в будущем году. А мы начинаем. Итак, ребята, зенкирование. Что же такое зенкирование? Мы с вами, естественно, знаем, чтобы подключить зенкер к производству, к обработке металла, для начала нам необходимо просверлить отверстие. После того, как мы просверлили отверстие, в большинстве случаев происходит его рассверливание, то есть увеличение диаметра до определенного нужного нам размера, а до какого мы пройдем немного позже в этом видео, поэтому досмотрите до конца. Итак, смотрите, когда мы рассверлили отверстие, мы можем спокойно запустить туда зенкер. Как я уже и говорил вам, многие скажут, зачем рассверливать, надо сверлить сразу в один размер. Это не очень хорошо. Большие диаметры очень плохо поддаются сверлению, и если сразу делать большой диаметр одним сверлом, то происходит мега износ, просто мега износ инструмента и большие нагрузки и потери времени. Поэтому сверлим, рассверливаем, зенкируем. А чем же зенкировать? Собственно говоря, о чем речь идет, да, то есть какие существуют зенкеры. Самый, наверное, распространенный вид зенкеров — это цилиндрический зенкер, который встречается очень-очень часто на производстве. Такой зенкер позволяет нам без проблем сделать отличного качества отверстия, при этом снять минимальный припуск и сделать точное и быстро сделать отверстие. То есть получается ситуация какая? На токарных станках, преимущественно, конечно, токарных станках, потому что все-таки это можно назвать осевой инструмент. Ну, чаще всего применяют на токарных, на сверлильных станках. Но бывают такие операции и в корпусных деталях, где необходимо зенкировать отверстия. Там применяют такой же, собственно говоря, инструмент. Коротко можно о нем сказать так, что он состоит режущая часть, рабочая, калибрующая часть, да. Это мы уже с вами рассматривали. Шейка, хвостовик и лапка, как, собственно говоря, и в сверле. Есть конический хвостовик, есть цилиндрический. Фишка в том, что цилиндрические зенкеры бывают двух видов, а именно хвостовой. Это зенкер, который мы с вами, собственно говоря, можем лицезреть. Вот это и есть хвостовой зенкер. И насадной, о котором мы сейчас с вами поговорим. А перед этим вы нажмите лайк быстро, чтобы дальше видео шло просто супер-мега налегке. А мы переходим к теме насадной зенкер. Насадной зенкер — это вот одна из частей, то есть это его режущая часть. Как ее назвать? Насадка, да, зенкерная, или как угодно можете назвать, или можно назвать зенкер. Вот так она смотрится, да, как в разрезе вы видите, но здесь не указано. Вот эти вот части чаще всего бывают конусные, да, небольшой совершенно, несколько градусов конус может быть. Далее вы поймете почему, когда увидите, как он крепится, собственно говоря, на оснастку. Вот эта вот часть, это уже, видите, более такая современная. Здесь уже пластины, они могут быть как напойными, так и крепиться механически к насадке зенкерной. Число зубьев насадного зенкера может быть от 4 до 6. Режущие пластины закрепляются на корпусе напаиванием или клиновым
клиновым креплением. То есть получается ситуация, что в принципе, да, вот эта конструкция, она именно крепление пластин, она также может применяться и на цилиндрическом зенкере. То есть это не говорит о том, что именно на таких насадках эта конструкция может быть. Она может быть на любом зенкере, потому что на современных, в принципе, инструментах сейчас везде используются сменные многогранные неперетачиваемые пластины. Итак, вот такая вот оснастка, да, оправка. Видите, здесь идет небольшой конус. Вот эта насадка надевается на эту вот оправочку и фиксируется вот этими шпонками двумя. Вот видите, здесь такой есть паз есть, куда заходит вот эта вот часть и крепится зенкер, собственно говоря, вот эта насадка крепится на оправке. А эта оправка уже вставляется либо в пиноль, допустим, токарного станка, либо вставляется, к примеру, в какую-то сверлильную головку, да, или где-то на какой-то автоматической линии. Преимущество такого инструмента в том, что, в принципе, это достаточно быстросъемный инструмент. Потому что и плюс экономится очень-очень много металла, который у нас идет на базовые части, которые... Эта вот оправка, она, можно сказать, вечная, да, если нету поломок никаких, ничего. Меняется только вот эта вот насадка. То есть такой инструмент чаще используют в массовом производстве, в крупносерийном. Он там показывает себя с наилучшей стороны. Инструмент с приваренной режущей частью. Такие инструменты очень давно вошли в наше производство. Как вы видите, здесь вот неоднородный инструмент. Для этого возьмем обычный зенкер, да, а здесь вот немножко отличается. Все то потому, что здесь вот эта линия сварки. Когда сваривается инструмент, его сварили, вот видите, часть. И потом дальше идет механическая обработка, уже после термообработки. После определенной закалки дорабатывается как режущая часть, так дорабатывается и базовая часть. Вот это тоже линия сварки. Вот так обозначается на чертеже. Если вы вдруг увидите чертеж такого инструмента, вы должны знать, что вот эта вот часть, которая идет после ограничения, которое называется место сварки, после линии, эта часть изготавливается из другого материала. Материал режущей части зенкеров обычно это R6M5 или какая-либо другая быстро режущая сталь. Но это, конечно, если у вас нету каких-то напольных пластин твердосплавных, опять же повторюсь, или пластин с механическим креплением. Материал базовой части хвостовика, ну, обычно это, да, сталь 40Х и другие различные стали. То есть, все это есть в справочниках, это можно посмотреть, и этому, в принципе, в этом видео нет смысла уделять такого уже большого внимания. Потому что нас ждут с вами двухступенчатые зенкеры. Многоступенчатые еще их называют зенкеры, обладают высокой производительностью и допускают большое число переточек. В производстве встречается различное количество ступеней. А почему двухступенчатые я назвал этот раздел? Потому что я вам покажу только двухступенчатые. И в принципе уже все будет понятно. Как вы видите, вот зенкер идет. Сначала идет одна часть, вот один диаметр, так. И потом идет... Вот где ББ разрез, это идет вторая. Видите, как диаметр увеличивается. А вот такой же зенкер, только уже, как вы видите, он собран. Есть две ступени, одна меньшего диаметра, и за ней следует большего. Вообще таких ступеней может быть достаточно много. Поговаривают, что есть такие зенкеры, в которых даже 6 таких ступеней. Я видел максимум 2, по-моему, даже 3. Но говорят, что есть и 6. Вот пишут на просторах интернета, в каких-то учебниках я читал, что есть до 6 ступеней. Вот это собрано, видите, более современное. Это более такая, сказать, универсальная. Может быть... сварные какие-то здесь соединения, может быть это цельный. Есть одна хитрость. Если перепад диаметров небольшой, то вот это вот увеличение диаметра здесь идет по одной и той же ленточке.
А вот как здесь предоставлено, вот видите, в шахматном порядке начинается. То есть здесь режущая кромка идет так, а когда доходит до этого уровня, она смещается и начинается уже отсюда ленточка. И режущая кромка, видите? Вот такое смещение, это делается при больших перепадах диаметра. То есть, когда большой перепад, тогда делается вот такое так называемое шахматное смещение. Кстати, вам порекомендую видеокурсы по SolidWorks и Compass 3D. Если вы до сих пор еще не научились хорошо проектировать, чертить, для инженера это в первую очередь классная вещь. Наверное, вот это самые лучшие курсы на просторах всего Рунета, которые я знаю. Ссылочку вам оставлю в описании. Переходите, качайте, развивайтесь и прокачивайте свои навыки. А мы едем дальше. Припуск. Итак, как мы уже разбирали ранее, на токарном станке, возьму как для примера, да, мы просверлили заготовку и расточили до определенного размера или под именно зенкер. Далее что мы делаем? Запускаем этот чудо-инструмент в заготовку и проходим на необходимую нам глубину или на выход, как чаще это бывает. На выход проходит зенкер. И встает вопрос, а какой же припуск под зенкерование оставить? С-под сверла или под расточки? Почему нельзя расточить окончательное отверстие? Я вам отвечу, потому что это достаточно долго, раз. Плюс режущие пластины тоже дорогостоящие. И зенкер проще переточить, и стойкость у него будет гораздо выше, чем у вашей пластины. Итак, самое вкусное это, конечно, припуск под зенкерование. Припуск зависит от диаметра зенкера. То есть, если зенкер у нас от 10 до 24 мм, то припуск под него, как вы видите, 1 мм. А если у вас зенкер 66-75, это, наверное, максимум. И то я таких страшных зенкеров громадных, я, честно вам скажу, не видел. Максимально видел, наверное, 55-56. Вот эти зенкера, это такие самые мастодонты. То под 66-75 припуск вам достаточно оставить 3,5 мм. Но учтите, что это припуск на диаметр. То есть на сторону остается при таком большом диаметре, грубо говоря, 1,5 десятки. 1,7 миллиметра. Ой, 1,7. 1,5 миллиметра, говорю, 1,5 десятки. 1,5 миллиметра на сторону. Это тоже так небольшой достаточно припуск. Вот такие вот, собственно говоря, дела. А на сегодня у меня все, ребята. Я прощаюсь. Еще раз вас с наступающим Новым годом. Всех вам благ в Новом году. Смотрите мой канал, ставьте лайк, подписывайтесь. Пока-пока.